Добрый день, меня зовут Дмитрий Милаш, я русский националист, москвич. Хотел бы коснуться русского марша, коснуться славянского марша и несколько таких вот шумных, таких вот бучей, которые взорвали интернет вот последние там 2 недели. На Украине люди, 2 миллиона вышли на Майдан и свергли коррупционеров. Наши коррупционеры боятся, что их тоже свергнут. Поэтому они и устроили эту войну. По русскому маршу, который был. Кто там у нас был? Да, были обычные националисты, были, как я их называю, подъездные засери. Вот. Ну, собственно говоря, у нас на марше подъездных засерий не было. У нас были подъездные писуны, да, это которые вот поддерживают войну с хохлами. Вот, которые верят, что там абрамсы катаются, вот, правый сектор летает на летающих тарелках. Вот, и, собственно говоря, всем там раздают рабов. Еще мне тут сказали совершенно, кстати, вот из надежного источника, то, что всем бойцам правого сектора выдали уже по плетке семихвостки. Вот, сейчас это будет выдаваться, значит, киборгам плетку для того, чтобы, значит, бить рабов, которых они получат в дальнейшем. Вот повезло, значит, правосекам, им будут бесплатно копать картошку. Здорово. Жаль, что вот нам не повезло. Задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и 2 раба. Планировалось в этом году в Москве делать 2 колонны язычников. Вот. Вышла одна. Достаточно малочисленная. Ну, по своему опыту скажу, то, что вот как язычник, да, с язычниками очень тяжело что-то вот налаживать, какие-то такие вот мероприятия. Язычники, они должны быть либо против войны, либо нейтральны. Их это касаться никак не должно, да, вот в положительную сторону. Потому что политика, она приходит и уходит, а люди остаются. Какой-то мифический русский мир, который пытаются сделать, в то время как в самой Российской Федерации закрываются больницы, очень маленькая пенсия, дотации на детей мизерные, содержание собаки МВД стоит в десятки раз больше, чем выдают на детей. Вот и все. Чтобы это понять, надо просто тут побыть и пожить, и посмотреть всю эту изнанку, которая здесь есть. Здесь на русском марше собрались русские люди. Нас, русских, никто нигде не поддерживает, никто нигде не защищает. У всех есть какие-то свои субъекты федерации, у чеченцев есть, у дагестанцев есть, у русских нету. Какой русский мир? Вы о чем? Да. Его нет нигде. По поводу всяких шизофреников, которые считают себя там какими-то крадами, какими-то славянскими жрецами, вот, которые там очень пукают в интернете и кричали, что надо идти, значит, на Щукинское поле за Лугандонию, там, да, за Крым наш, за все остальное. Очень хорошо, что вы собираетесь со своими маленькими вот этими кучками шизофреников за вот это вот где-то далеко от нас. Очень хорошо, что я вас в реале не вижу. Это дочь и моя любимая жена. So, what we don't understand is how Ukrainian and Russian nationalists they can support these forces from NATO, EU and United States. И то, что они абсолютно не могут понять, как так называемые националисты с Майдана и даже некоторые российские представители могут поддерживать эту блядь от НАТО и ЕС. Ребят, читайте книжки, выключайте телевизор. Не надо смотреть всякую пропаганду, да. Потому что, как бы, опять же повторюсь, политика политикой, а люди остаются. Вот главный идол Перуна поставили в Киеве. Интересно, вот если вы кричите, то что давайте там мочить хохлов, а вы потом захотите поехать к главному идолу Перуна, вас туда пустят? Вы там будете желанны? Вот я поеду в любой момент. Независимо от того, что за, я против, потому что вот так вот случилось. Вас не пустит никто.
по русскому маршу по Одессе. Люди, которые в Одессе проживают, которые так или иначе имеют какую-то со мной связь, отписались, то, что там хотели провести марш Крым наш. Такой вот. Советские тетеньки, советские дяденьки, у которых СССР еще из жопы полностью не вылезли. Ну, разогнали их. Что ж, хорошо, что сделали, что разогнали. Еще в интернете был такой момент интересный. Некий, значит, человечек поехал на Донбасс. Не будем озвучивать его фамилию, очень шумно напукал. Поехал с какой-то картиной художественной, еще там с чем-то. Человечка одели, человечку дали автомат, человечек пострелял в наглых хохлов. Сказал, что ребята, я с вами, Крым наш, все хорошо. О. И, собственно говоря, из-за чего весь шум-то происходит? Вот мне не очень понятно, почему. Но я понимаю, если бы это был какой-нибудь ныне покойный Иннокентий Смоктуновский, да? Я понимаю, если бы это был бы Аль Пачино, Рутгер Хауэр, то есть такие вот зубры кинематографии, театра, совершенно третьесортный какой-то актер, которому, как вот режиссер говорит, так он, собственно говоря, и прыгает, так он и делает. Тихо, тихо! Стойте, стойте, отойдите! Отойдите, не заступайте на российскую территорию, отойдите! Вот по кадрам видно, ему там всучили автомат, он там поулыбался, отдал его, показали мальчику, как стрелять, он там с удовольствием понажимал какие-то кнопочки, рожа до ушей. Из-за чего весь шум-то? Обычный террорист, россиянин, это не русский, это россиянин, приехал и начал заниматься терроризмом. Чего кричать-то об этом? Просто тупо запретите все. Запретите все вот эти фильмы, все вот эти сериалы. Любой здравомыслящий режиссер, и тем более человек, который вкладывает свои кровные деньги в какие-то блокбастеры, в какие-то сериалы, которые претендуют на миллионные сборы, этого человека не возьмет сниматься. Сделайте эмбарго. Все. 40 миллионов лишних глаз, которые могут дать деньги на билет в кино, которые просто не пойдут в это кино. Понятно, что в интернете эти фильмы будут смотреться, но официального дохода не будет. Все просто решается. Порадовал Киборг из Донецкого аэропорта. Да, ну, очень хорошо, так креативно высказался на эту тему. Хочется передать привет этому академику Пореченков есть такой. Он там отмазывается, что он стрелял с утеса холостыми патронами в каске пресса, потому что другой не было. Ну. Привет тебе, Мишка. Заезжай к нам еще раз в гости, мы тебе прострелим глаз. Со стороны правосеков фактически дан зеленый свет на то, чтобы мочить всех людей, у которых на каске пресса написано. Они теперь имеют полное моральное право, человеческое, по крайней мере, не по закону, а по-человечески, долбить всех. Это, насколько я вот понимаю, это не первый раз, когда есть вот эти видеодоказательства, фотодоказательства, когда пресса берет оружие в руки. Речи, отпускай. Ага. Уже готов? Да. Все, не надо. Ага. Укроп! Собственно говоря, зачем мы проходили вот этот дом? Да, ну вот видно, какой дом, это жилой. Ближайший Подмосковье. Вот. Можно сказать, что Крым наш уже здесь. Да, вот в ближайшем Подмосковье. Ну, в Крыму сейчас, насколько я знаю, отключили весь интернет, там чуть ли не 2,5 года надо стоять в очередь, чтобы его обратно подключили. Наверное, потому, чтобы все вот эти крымчане до конца не охуели от того, куда они, значит, присоединились. Ну, вполне понятное, собственно говоря, желание власти. Вот, я бы точно так же, наверное, сделал. Вот сейчас все рады, что Крым присоединили к России. Так. Вы рады, ребят? Ну... Не особо.
На нас Что ты такое говоришь? Что? Ну, как бы его развивать нужно, туда и деньги нужно бухать. А у кого их брать? Из пенсионного фонда или где-нибудь еще? Нам все придется вырезать. Ребят, вы рады тому, что Крым наш? Да. Я тоже рад. Вот другое дело. И, собственно говоря, никакой вот из стран, да, вот сколько вот этих вот саммитов было, какие-то съезды там в Беларуси, еще где-то, никто почему-то не признает вот эти какие-то независимости. И тем не менее, даже, собственно говоря, сама РФ не признает вот каких-то вот этих вот новообразований народных республик. То есть фактически, и одновременно с этим туда приезжают какие-то актеры, берут оружие, туда приезжают какие-то певцы, что-то там поют, туда приезжают какие-то совершенно феерические петербургские депутаты, которые любят пидорасов гонять, скачут там с автоматами, скачут там вот с этими с футболками, там Бог с нами, там, да, там я русский, с нами Бог. Ну, Бог, наверное, просто охуел от того, что вот все, я теперь крутой, со мной русский, да. Отлично. И поставь хоть избушку, вверх тормашкой на пушку, не возьмет нас проклятый укроп. И с комбатом решим, этих гадов причешем. Так держи крепче руку, комбат. Очень странная такая тенденция. Все прекрасно понимают, все прекрасно видят, но никто об этом не говорит. Ребят, хоть один здравомыслящий есть, хоть кто-нибудь не боится. Почему вот это все озвучивает буквально там 5-6 человек? Пилятся бюджеты, воруются деньги. Вот я стою в ближайшем Подмосковье, люди живут в каких-то халупах. И одновременно мы кричим там о каких-то там высоких идеалах. Ребят, ну а где эти высокие идеалы вот здесь, вот в ближайшем Подмосковье? Я их не вижу. Я вижу куски говна и бутылки пустые. Это вот эти вот россияне, да, которые кричат там на то, что Крым наш. Ну хорошо. Это вот эти вот подъездные засерия. Да, вот они в своих подъездах все засрали. Там уже срать негде. Ссать на стену. Они сейчас поедут ссать и срать в Донбасс, там, да, в Крым. Вот, потому что свои подъезды надо же отмывать. Это же тяжело, зачем? Мы лучше нагадим там. Ребята, пожалуйста, не пишите, что я россиянин. Я не россиянин. Не пишите, что я патриот. Я не патриот. Я русский, я националист. А россиянин – это любое говно, у которого нету головы на плечах. Это который пьет водку у подъезда, которая срет вот здесь вот, непонятно что происходит. Вот это россияне. Все мы русские, все мы россияне. Киевская молодежь искренне верит, что Россия оккупировала их. Это настоящие Иваны, родства непомнящие. Мы не те предатели, которые извиняются за Путина, извиняются за политику России. Патриот – это тот, кто любит страну, государство. Мне не за что любить государство. Вот в моей стране обо мне никто не заботится. Даже если я захочу проявить какое-то патриотическое чувство, в моей стране на это насрать. Я не патриот. Я люблю свою родину, но не люблю государство. Не называйте русских националистов россиянами. Это все равно, что обозвать нас пидорасами. Все равно, что плюнуть в лицо. Вот. Мы русские, мы славяне, мы русы, но мы не россияне. Независимо от того, на какой вы стороне находитесь, да, независимо от того, как вы думаете по тому или иному предмету, найдите, постарайтесь, кнопочку нажать нетрудно, найдите несколько противоположных источников. Выключайте телевизор, смотрите новости по интернету, смотрите новости разные, читайте книжки. Всего хорошего. До свидания, друг, не прощай.